Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Ева Оракул Таро. И мы сегодня в рубрике «Сильные стороны известных людей». Начнем постепенно разбирать жен президентов. Будем смотреть президентов и их жен. Это очень интересно. И сегодня у нас был Дональд Трамп в президентах, у нас был Владимир Зеленский. Поэтому я в ближайшее время постараюсь. Вот сегодня мы разбираем Елену Зеленскую. И у нас будет Мелания Трамп. Обязательно. Вот, поэтому вот такие у нас в ближайшее время герои. Ну и потом дальше будем идти по всем президентским читам, скажем так. Сегодня у нас сильные стороны жены президента Украины, первой леди. Давайте разберемся. Я буду на українській мові, на російській, тому що, вы понимаете, мне достаточно сложно. Я понимаю, смотрю весь контент, читаю, но говорить, особенно читать в потоке на украинском языке, к сожалению, недоступно для меня пока сейчас. Возможно, когда-то со временем это будет возможно, но пока я понимаю, что ни на английском, ни на украинском это мне достаточно сложно. Ну, еще на английском может быть, вот, но на украинском сложно. Ну, погнали. Сильные стороны Елены Зеленской. Знаете, первое сразу же из потока такое идет, что человек как будто, знаете, вот невероятной преданности. Вот сложно найти человека, который будет так преданно, вот здесь вот такой, знаете, прям вот взгляд в глаза. То есть вот очень хорошо эта карта передает, потому что я не знала, как это объяснить, вот это, понимаете? Если я выбрал тебя, то я отдан тебе, я предан тебе, я верен тебе, только ты для меня существуешь. Это касается дела, работы, это касается мужчины, это касается, если я люблю своих детей, то я отдаю себя полностью им. Если я занята каким-то делом, то я отдаю себя полностью этому делу. То есть это человек, вот он очень преданный и верный тому, чему он решил себя посвятить или отдать. Это на самом деле невероятное качество, которое вам кажется, что вот все люди так преданы. Нет, но вот я посмотрю, что вот именно у нее это в каком-то невероятном масштабе, понимаете? Наверное, поэтому эта женщина стала именно в такие даже непростые времена женой президента, да, то есть у нее настолько вот этот четкий вектор, даже, понимаете, есть люди, которые могут сомневаться, они могут смотреть что-то по сторонам, а где что-то лучше, сомневаться, как-то сравнивать. То есть у нее вообще никогда таких внутренних диалогов практически, вот я смотрю, нету. То есть если она что-то выбрала, если она кого-то выбрала, то именно этот человек существует, она этому человеку как бы отдала себя, отдала свое сердце, отдала свою верность. То есть это очень преданный человек. Слово еще вот мне хорошо бы подобрать какое-то, понимаете? Семерка пентаклей идет. Вот здесь, подождите, извините, рыцарь пентаклей. И, знаете, еще вот мне идет про нее, что человек, именно вот эта преданность, она позволяет быть очень деятельным, проявленным и постоянным человеком в том пути, который ты выбираешь. То есть у нее вот эта вот верность и преданность, не то, что я вот один раз выбрал и все, и я там одного слова мне там достаточно, я сказала, что недостаточно слова. Нет, это всегда будет проявляться в деле, в проявлениях, в том, как человек, как она выбирает, как она говорит, как она ежедневно, что она делает. Это будет всегда иметь, как сказать, подтверждение, что ли, понимаете, проявление во внешнем мире, вот такое вот отношение, ее слова. Я же говорю, очень она как друг, как партнер, как соратник. Лучше просто, знаете, сложно представить себе человека, то есть настолько преданного. Очень командный игрок она, понимаете, то есть она именно командный игрок, именно вот я имею в виду как пара, да, то есть она как пара, как партнер, она не всякая жена, не всякая женщина, что бы ни происходило, что бы ни выбирал ее муж, куда бы он ни смотрел, она бы не смотрела все равно на него, понимаете? То есть в другие стороны нет. То есть я выбрала, и этого человека я выбираю. Если между нами что-то будут какие-то вопросы, мы будем их решать, понимаете? А не так, что если что-то, то я посмотрю в другую сторону. Я же говорю, это какая-то очень... Вот знаете, вот как вот мне почему-то выходит такое немножко сравнение почему-то, потому что у меня тоже просто есть собака, поэтому я говорю, то есть когда понимаете, вот у кого есть домашние животные, собаки, тут понимают, как иногда его там питомец, его любимец может так чувствовать, любить, быть рядом, быть преданным в непростые моменты, как не всякий человек даже может быть, понимаете? Вот такая вот какая-то безусловная преданность и любовь. Вот у нее, понимаете, он настолько в этом смысле прокачанный человек, духовно зрелый, она понимает цену верности, преданности, что насколько это важно.
Потому что поступать с другим, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Если ты хочешь сам быть человеком, которому преданы, которому верны, которого ценят, ты сам должен ценить, любить то дело, которое ты делаешь, вкладываешь. То есть она очень, кстати, очень творческий, трудоспособный человек, понимаете, очень ко многому есть таланты. В принципе, достаточно такой человек может проявляться, если захочет, в очень многих вещах. Вот. Но как будто бы гораздо важнее иметь какую-то внутреннюю духовную жизнь, нежели какое-то проявление внешнее. Очень, очень у человека много чего внутри, карта Иерофанта. Очень многие вещи проживаются внутри, о которых никто не знает, достаточно закрытый человек, но очень мощный, глубокий, мудрый, интровертный она. И самое главное, что вот, понимаете, какой-то очень от нее идет свет, который дает ей эту силу быть и мудрой, и глубокой, и постоянной. Вот слово постоянство на нее очень хорошо выходит, понимаете. Вот она в этом смысле как надежный друг, понимаете, надежный партнер, который постоянный. Он не предаст, не уйдет куда-то влево, не начнет что-то юлить, понимаете. Вот такой вот момент идет. Конечно, как для жены президента это очень хорошее, да. Вообще, когда мужчина успешно добивается таких высот, всегда очень интересно посмотреть на ту женщину, которая была рядом с ним все эти годы, его вдохновляет, и какую энергию она в него вкладывает, понимаете? Потому что это очень здесь у них очень сильная связка. Я, кстати, когда смотрела их расклад, помните, у меня здесь был расклад на Зеленского, посмотрите, у них очень сильная связь. Они друг друга очень сильно заряжают, вдохновляют, наполняют. И у них очень сильная, как сказать, в хорошем смысле зависимость друг от друга энергетическая, понимаете, и по жизни, и энергетически, и по жизни, и мысленно, ментально. То есть у них какая-то очень связка. Даже если они могут не общаться, вот я смотрю, или быть на расстоянии, или быть как-то поодали, им все время нужно вот это чувствовать, какое-то даже незримое прикосновение друг к другу, какое-то, что вот мы у друга есть, и мы, это вот какая-то опора, понимаете, вот они вдвоем такие. Но это в первую очередь это идет от нее. У нее такая очень сильная потребность на это. И вот он, поскольку это знает, я же говорю, он человек тоже, поскольку он человек тоже непростой, Владимир Зеленский, тоже тонко чувствующий, очень светлый, мы уже смотрели, на них очень светлые карты выходят, посмотрите. Я же говорю, то есть когда какие бы ни были разрушения, что бы ни происходило в их семье, в отношениях, у нее в жизни, в стране, вокруг, всегда остается свет. То есть это вообще такая вот она, такой человек, который будет всегда хранить веру. Это ее, кстати, очень сильная сторона. У нее очень сильная вера, очень сильная, какая-то непоколебимая вера в добро, в свет, в лучшее, что все будет хорошо. И какая-то, знаете, такая вера очень спокойная, очень мягкая, очень женская. Вообще от нее очень выходит такая, знаете, очень женская энергия. Очень, очень мягкая женская такая вера, правильная какая-то такая, знаете, что вот все будет хорошо, все как надо, я доверяюсь процессу, понимаете? Какие бы ни были ситуации. То есть она всегда, потому что ситуаций у нее в жизни, знаете, было достаточно, чтобы попереживать, поволноваться. И даже в этом состоянии, я же говорю, посмотрите, здесь какая карта, всегда вот этот росток надежды, веры, он есть. Ну, понимаете, это очень судьбоносный такой момент, что именно такая женщина стала, особенно в период войны, первой леди. И это тоже не просто так, потому что в ней самой заложено очень много силы, очень много веры. И э, поскольку она жена президента, президент принимает все решения, да, на нем большая ответственность. Для нее эта ответственность эмоциональная, понимаете? Это очень... Здесь карта колесо фортуны, понимаете? Если вы думаете, что только он имеет какую-то силу влияния, нет, она очень тоже на него влияет, ее отношение к нему, то, как она с ним взаимодействует, то, как она с ним общается, ее любовь к нему. То есть это очень как бы решающие, я бы так сказала, моменты не только для него, но и для всей страны, для всего мира. То есть эта женщина не просто так, понимаете, вот, скажем так, просто за мужем. Нет, она очень имеет внутри очень сильную энергию, веру, очень такую спокойную, очень устойчивую. И в целом она, понимаете, это очень умная женщина, очень умная внутри. Она не будет этот ум, знаете, всем вот это демонстрировать и как-то устраивать какие-то, понимаете,
танцы и пляски. У нее есть муж, который проявит это все, понимаете, который является ее продолжением и отражением, понимаете. Есть мужчина, ее муж, который проявляется во внешнем мире и который достойно проявляет мои качества и нас представляет, что ли. Как будто вот у нее такие есть, понимаете, вот такие у нее есть чувства, такие качества, прекрасные качества для женщины, для жены, лидера, я считаю. Дальше, какие еще есть сильные качества человека? То, что я сказала уже, достаточно упорный, постоянство есть, упорство. То есть если она чем-то занимается, это будет делаться с вложением всех своих внутренних ресурсов. Это не будет делаться на тяп-ляп. То есть скорее этот человек не возьмется за что-то, нежели будет это делать как-то вот, понимаете, вот как-то так. Эм, поэтому если это дети, то со всей душой. Если это какое-то дело, со всей душой. Если я что-то говорю, со всей душой. То есть это ей достаточно непросто проявляться внутри, у нее очень много внутри, понимаете, процессов происходит. И творческие процессы все внутри, все какие-то осмысления, все, что рождается внутри. Вот, поэтому здесь, в принципе, вот, понимаете, это какая-то комбинация, знаете, такое сложно говорить, вот как будто бы ей тоже сложно говорить, понимаете, она такой человек, которого очень столько всего внутри происходит, ну вот, как будто бы вот у меня есть, например, там супруг, которому гораздо легче говорить, он в этом хорош, да, то есть он гораздо больше может сказать, для нее это всегда, понимаете, сложность, для нее это очень тяжело именно вот проявляется, понимаете, и это очень сильная сторона, знать о себе эти качества, понимаете, и не лезть туда, куда ты, может быть, не так силен, где тебе не так просто, как, например, твоему партнеру. Это очень мудро, понимаете, такой вот, она, ну это не серый кардинал, нет, здесь немножко другое. Она как действительно такой, знаете, очень верный, надежный партнер и друг. Вот, такой хороший, очень как бы надежная, как бы, знаешь, такой тыл даже вот. Но вот даже тыл не приходит, потому что они как будто бы рядом друг с другом ездят, не кто-то за кем-то, понимаете, вот у них отношения так выстроены, что это какое-то все-таки партнерство. Я слышу тебя, ты слышишь меня, и мы пытаемся друг друга увидеть. Вот. Так, ну давайте дальше смотреть, какая еще есть сильная сторона Елены Зеленской. Очень она чувственная, эмоциональная, как женщина. Очень она чувственная, эмоциональная, она может разные эмоции переживать. Здесь девёрка мечей. Она может все очень близко принимать к сердцу. Очень она может переживать и за мужа, и за страну, и за людей, и за детей, и вообще за все, что происходит. То есть человек, неравнодушный человек, у нее очень сильное, понимаете, вот чувство сострадания, но она как-то, знаете, это будет никогда не будет это как-то выплескиваться и показываться как-то, знаете, вот демонстрироваться во внешний мир. Это будет все равно проявляться как внешняя какая-то стойкость, какая бы там ни была эмоция внутри, переживания, все равно будет какая-то очень такая, знаете, королевская какая-то такая сдержанность. Вот это ее сила на самом деле. Она, какие бы ни эмоции она не переживала, она их берет как бы под контроль, и она первая леди, то есть у нее все равно, знаете, вот мне такой идет момент, что во внешний мир она несет себя как очень сильного человека, понимаете, хотя внутри очень хрупкая, и у нее может быть очень много эмоций, переживаний, каких-то страхов, очень много. Но это все остается за кадром, как будто бы, знаете, вот это мои как бы внутренние вопросы, это мои внутренние духовные вопросы, и я их буду решать, понимаете, здесь вот очень, очень тонко и духовно, понимаете. Карта жрицы выходит. Ну, тоже, видите, старшие арканы, человек известный, человек тоже влиятельный, супруга влиятельного человека, одного из самых сейчас значимых фигур в мире, да, Владимир Зеленский, которого знают все. Вот. Поэтому вот такой вот интересный момент. Интересно, очень интересная женщина, знаете, такая вот какая-то вот очень мягкая энергия в каком-то таком, знаете, в таком мундире, что там не такое идет. То есть такая очень нежная, мягкая женственная энергия, которая в нужный момент может... Даже я смотрю, вот она, такой, кстати, момент, когда ее супругу, ее партнеру или кому-то рядом тоже тяжело, больно, или есть какие-то переживания или слабости, она будет тем человеком, который сможет в этот момент стать сильнее. Вот не зря, кстати, про сваку, помните, говорила, преданный. Вот это, понимаете, вот это такая вот преданность, дружба, вот какое-то эмоциональное разделение эмоций. То есть, когда, например, ее, мне почему-то про супруга здесь идет, когда у него могут быть какие-то сложные, непонятные моменты, она правильно сможет его всегда поддержать. То есть она сможет почувствовать, понять его эмоции.
То есть человек не останется один, понимаете? То есть он может поделиться, и он будет понят. Хотя я смотрю, конечно, он ее очень сильно бережет, в принципе. Он так к ней относится очень почтенно. Он не будет, знаете, тревожить ее всякими. Он знает ее тонкую натуру, поэтому он очень аккуратен. Я смотрю, как мужчина, я же говорю, он очень аккуратен, знает, что она такая, знаете, очень женственная, тонкая, и с ней нужно очень аккуратно, поэтому... Ну, у Зеленского, в принципе, проявлена очень сильная солнечная энергия. Мы с вами уже об этом говорили, по-моему, янская, да, то есть у них вот этот баланс инь-янь очень интересно, кстати, замиксован. У него есть какие-то очень, очень чувственные, очень нотки сострадания, такой, знаете, очень мягкой такой иньской энергии, но при этом у него очень проявлена и янская энергия. И точно так же вот у них этот баланс очень такой, знаете, гармоничный. Бывают, я смотрю, какие-то моменты, знаете, как у любой пары, когда что-то выходит из каких-то берегов, но в целом это всегда находится в их как бы фокусе внимания. Вот. Ну, интересно, много, знаете, таких интересных, сильных сторон. Например, человек действительно такой, я же говорю, вот очень предан. То есть не зря вот это идет про дело, когда ты что-то делаешь, да, то есть ты, если этому делу предан, отдан, ты его делаешь хорошо, для тебя это важно. Это как часть тебя, продолжение тебя. Очень интересный сегодня расклад, девочки, прям классный. Вот, сегодня у нас в гостях была Елена Зеленская. Пишите в комментариях, что вам срезонировало. Сразу, кстати, захотелось в коробочку положить. Любит Елена порядок, все, чтобы было четко, понятно. Вот, пишите в комментариях, что вам срезонировало. Очень такая, знаете, у нее такая размеренная, спокойная энергия. Очень интересно к ней прикасаться. Мы уже с вами смотрели столько много женщин. Мы смотрели Анджелину Джоли, мы с вами смотрели Земфиру, мы с вами смотрели... кого я уже начинаю забывать, кого из женщин мы смотрели, Маргарет Тэтчер, да, и будут еще много разных других женщин. В общем, интересно будет их сразу. Принцессу Диану мы смотрели, понимаете? Очень интересные разные энергии. И по-разному женщины проявляют свою женственность и свою силу. Поэтому вот сегодня была у нас первая леди Украины. Пишите в комментариях, что вам срезонировало. Пишите героев, которые вы хотели бы увидеть снова на моем канале. С вами была Ева. Подписывайтесь на мой основной канал, если вам интересны женские расклады, женские темы о любви и о судьбе. На канале Ева Оракул и Таро. Если здесь они будут в описании или где-то здесь я прикреплю. До связи. С вами была Ева. Ко мне всегда можно попасть на личную консультацию и разобрать любой интересующийся вас вопрос. До связи. С вами была Ева.